Дорогие подписчики и просто гости канала Roman Legion, наш клан рад приветствовать вас. Нам часто поступают вопросы по Connect Sales, начиная от настроек игры, заканчивая советами по постройке базы и фишками в PvP. Поэтому мы решили записать серию гайдов, которые будут полезны как новичкам, так и уже более-менее опытным игрокам. А начнем мы с первостепенной подготовки клиента для максимально комфортной игры. В сегодняшнем видео мы научимся более тонко настраивать графику в игре путем редактирования файлов конфигурации, увеличим FOV несколькими способами, а также способом, который позволяет сохранять настройки FOV после изменения настроек графики. Отключим вступительные ролики и рассмотрим управление в стиле геймпад и вид в бою от первого лица. Также пофиксим фризы после сворачивания игры в альтаб, а также рассмотрим несколько полезных консольных команд. Не забудь поставить лайк, чтобы не потерять это видео. Если вы впервые запускаете Connect Sales, то достаточно зайти в одиночную игру, чтобы создались необходимые файлы конфигурации. После этого можно смело закрывать клиент и больше никогда его не запускать. Редактирование файлов конфигурации позволяет нам более точно настроить графику в игре. Например, можно отключить туман, окклюзию, блум и множество других параметров, снижающих FPS в игре. Одновременно с этим можно увеличить дальность прорисовки ресурсов и других игровых объектов. Чтобы применить данные настройки, необходимо зайти в корневую папку игры. Попасть туда можно следующим образом. Переходим в Steam, в библиотеке нажимаем PKM на ярлыке Connect Sales. В выпадающем меню выбираем Управление, Просмотреть локальные файлы. Далее переходим по адресу Conan Sandbox, Saved, Config, Windows No Editor и добавляем файл engine.ini строки, которые вы видите на экране. Можно самостоятельно поэкспериментировать с этими параметрами, чтобы получить баланс порядка графики и производительности. Некоторые игроки также предпочитают подключать тени. Делается это следующим образом. Возвращаемся в папку Conan Sandbox Config и в файле defaultscalability.ini при помощи сочетания клавиш Ctrl-F находим все упоминания строки r.shadowquality и меняем значение в них на 0. Для лучшей осведомленности на поле боя необходимо увеличить себе угол обзора, он же FOV. Есть три способа это сделать, и какой из них выбрать будет зависеть от того FOV, в котором вам будет комфортнее играть. FOV внутри игры можно максимум увеличить до 75. Если вам комфортно играть при FOV от 75 до 110, тогда в файле engine.ini добавляем вот эти строчки. Это позволит вам менять FOV, находясь в игре без потери настроек. При установке FOV в игре на значение 75 он будет примерно 110. Если вы не в курсе, что это такое и кто такой FOV, то советуем использовать данный вариант и подобрать удобное значение уже внутри игры. Для изменения для значения выше 110 необходимо перейти в папку Conan Sandbox, Saved, Config, Windows No Editor и в файле game.ini в строке FOV поменять значение на интересующее. Сохранить, закрыть и поставить только чтение. Но обратите внимание, что при любом изменении настроек графики внутри игры FOV будет сбиваться до значения 75 и необходимо будет перезапускать игру. Максимальное значение, которое будет работать, ровно 150, но начиная со 120 будет сильный эффект рыбьего глаза и не всем будет комфортно это использовать. Для того, чтобы отключить надоедающие вступительные ролики, необходимо перейти в папку Connect Sales, Conan Sandbox, Content Movies и в конце каждого видеофайла перед расширением файла .mp4 дописать большими буквами слово Nope. Также для удобства раскидывания статов после перекачки можно добавить файл input.ini, расположенный в Conan Sandbox Saved Config Windows No Editor, строку, которую вы видите на экране. Там, где key равно p, p это клавиша. Вы можете заменить ее на любую удобную вам, но главное, чтобы она не пересекалась с уже установленными в игре. При нажатии на нее характеристики будут вкачиваться сразу по 10. Теперь можно запускать игру. Игра загрузилась, вы вошли на сервер и думаете, что на этом все? Ха, не тут-то было. В игре есть два типа управления, от камеры и консольное. Давайте поговорим про них плюсы и минусы. Начнем с управления камерой. Что можно выделить из плюсов? Персонаж поворачивается в ту сторону, куда вы смотрите, и все? Не, ну серьезно, в сравнении с управлением геймпада данная схема просто ужасна, так как она очень сильно ограничивает вашу мобильность, обзор, а вследствие этого и выживаемость. К счастью, для переключения на режим геймпада вам не нужно быть счастливым обладателем джойстика, достаточно лишь поменять стиль игры в настройках. При использовании данного стиля передвижения ваш персонаж больше не будет ходить крабиком, пятиться, атаки персонаж будет наносить прямо перед собой, либо при нажатии клавиш. Также при беге вы сможете на всех парах бежать в одну сторону, а смотреть в другую. Исключение, конечно же, лук, с ним управление всегда от камеры. Давайте еще разочек вернемся в настройки и поставим галочку «Вид от первого лица в бою». Данная настройка позволяет вам переключаться на вид от первого лица с оружием в руках. Пытаться драться от первого лица не самое лучшее решение, но иногда может выручить. Также от первого лица удобно стрелять с лука, если обзор блокируется предметом у вас за спиной, или когда вы стреляете сверху вниз, или снизу вверх. Еще один маленький совет в сегодняшнем видео – включение отображения информации о сервере через консоль. Что дает? Видим свой пинг, количество людей на сервере и как себя сервер чувствует в данный момент. Для включения данной функции вызываем консоль клавишей Insert
и вписываем строчку Toggle Debug HUD. И информация о сервере будет в правом верхнем углу экрана. Повторный ввод команды уберет отображение. Для отображения FPS клиента достаточно ввести команду stat FPS. Настройки графики — это дело каждого. С одной стороны, понижение графики дает прирост FPS и стабильную картинку, но с другой стороны, Conan довольно красивая игра, так что выбирайте по своему вкусу и мощности ПК. Например, мы играем на близко к минимальным настройкам. Напоследок хотелось бы сказать, как фиксить лаги и фризы после альтаба. Далеко не у всех они встречаются, но много кто с этим сталкивался. Для этого переходим в папку Conan Sandbox, Saved, Config, Windows No Editor. В файле engine.kene добавляем строчку в конце. Сохраняем и ставим галочку «Только чтение». Спасибо за просмотр. Надеемся, что вы нашли какую-то информацию полезную для себя. Все команды находятся в описании. Будем рады вашим комментариям, отзывам и предложениям. С вами был Римский Легион. Желаем вам всего доброго и до встречи.